Здорово! С 8 по 9 октября стартовала и проходила открытая бета новой батлы. И я своим другом-фанатом данной серии игр принял в ней участие. Для начала скажу, что ничего особенного от новой Battlefield не ждал, да и в принципе с каждым выходом новой игры от крупных компаний теряю веру в человечество. Трейлер игры ждали практически все фанаты шутеров, и многим игрокам он действительно понравился. Разработчики знали, чего хотят игроки и как привлечь их внимание, однако, судя по последним тенденциям, чем красивее трейлер игры, тем более паршивой будет сама игра. Бета встречает нас в меню с выбором 3 режимов игры, из которых доступен только один. Спасибо, хоть дали название режимов посмотреть. На удивление, проблем с поиском игры и подключением к серверам у меня не было. В течение 10-30 секунд игра находит новую сессию. В игру завезли новую систему специалистов, которые обладают уникальными гаджетами. Всего было доступно 4 специалиста: медик, ходячая аптечка, инженер, может ставить турели, и штурмовик, человек-паук, а снайпер с дроном видеонаблюдения. Однако любой из специалистов мог брать любой дополнительный гаджет, кроме уникальных. Карта стала примерно в 2 раза больше, чем в прошлых частях. Понятно, что расчет был на 128 игроков, однако из-за размеров кажется, что в игре всего около 30. Игроки растягиваются по всей карте, и крупные замесы происходят редко. На одной точке захвата больше 10 человек с обоих команд я не встречал. Отдельно отмечу точку захвата на небоскребе, которую невероятно сложно защищать из-за постоянно убивающей тебя воздушной техники противника. Ты будешь проклинать эту крышу, ведь тебя будут убивать с воздуха, а в ответ ты ничего не сможешь сделать. Даже стингеры крайне неэффективны, ведь у каждого вертолета или самолета есть бесконечные тепловые ловушки. Плюс, пока ты будешь наводить ракету на цель, тебя 10 раз успеет убить вражеский штурмовик, зашедший в спину. Что касается наземных столкновений, то тут все очень плохо. Во-первых, у нас было всего 4 вида одинаковых специалиста на 128 человек. Враг выделяется только когда ты на него наведешь ствол, начинаешь малять. Причем иногда появляется оранжевая полоска ХП, а иногда нет. А союзники выделяются маленькой синей точкой над головой. Из-за этого часто вы не будете понимать, кто враг, а кто союзник. Во-вторых, во время стрельбы часть пуль между тобой и противником будто просто испаряется, и порой даже вплотную невозможно ранить врага. Минусом также являются болванчики с искусственным интеллектом. Когда ваша команда проигрывает, многие игроки в вашей команде ливают, и вместо них остаются бесполезные и которые ничего кроме как умереть сделать не могут. Удобно, что теперь можно модифицировать оружие прямо на поле боя, за это спасибо, однако после смерти и смены специалиста ваши настройки оружия сбрасываются, приходится все делать заново. Да, интерфейс в игре полное говно, он слишком кислотный, нельзя открыть карту и поставить на ней какие-либо отметки, нельзя отдавать нормальные команды своему скваду. Я пытался отмечать вражескую технику, точки, захваты солдат кнопкой Q, как это было в старых играх, однако работало это через раз. О технике. Нам с другом удалось всего один раз нормально поездить на танке без багов. Во всех последующих играх в танке невозможно было сидеть, камеру пулемета слишком сильно трясло, а моделька персонажа вываливалась из танка и зависала в воздухе. А в трейлере нам обещали невероятные события, меняющие ландшафт на карте и соотношение сил сторон. Однако в бете ничего такого я не наблюдал. За 4 часа игры я ни разу не видел урагана на карте, он просто появлялся рандомно. Но у меня он так и не появился. А с космодрома непонятно как и зачем запускается ракета, она опять же ни на что это событие не влияет. Графически игра выглядит не сильно лучше 4 части, и непонятно почему RTX 3060 стоит в рекомендуемых требованиях. Я играл на GTX 1660 на высоких настройках со всеми включенными эффектами, и по ощущениям ниже 60 кадров игра не проседала. Однако у моего друга с GTX 1070 игра работала в 40 FPS и в замесах лагала, хотя любая старая батла отлично шла. Короче, оптимизация говно, у всех работает все по-разному. За стандартное издание EA требует 3500 рублей и 7К за ультимативное. За ультимативное издание нам предлагают скинчики, бесполезный саундтрек и бесполезную цифровую книгу иллюстраций. За ультимативное издание нам предлагают скинчики, бесполезный саундтрек и иллюстрации, а также, внимание, боевые пропуска. То есть помимо того, что вы потратите 3500 рублей на игру, вам потом придется докупать специалистов и боевые пропуска. Очевидно, что Electronic Arts делают свой аналог мультиплеера Call of Duty. Да у них даже кампании сюжетной не будет, они просто делают доилку. Не делайте предзаказы игры, а можете спокойно дождаться ее выхода и попробовать поиграть с подпиской и Apple за 300 рублей. Лично я так и собираюсь поступить. В общем, всем спасибо за просмотр. Это был мой первый обзор на канале. Оставляйте свои
комментарии, отзывы, что вам понравилось, что не понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Мне очень интересно ваше мнение, стоит ли выпускать подобные обзоры на моем канале. И оставляйте любую критику, я спокойно приму любые ваши пожелания. Да. Все, спасибо за просмотр. Пока. А, блин! Ты живой?